Друзья, приветствуем вас в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, приветствую вас. Всем добрый день. Зеленский подписал закон о достройке Хмельницкой АЭС за счет запчастей, приобретенных у Болгарии. Вот так вот, ни больше, ни меньше. А вообще Болгария рассчиталась с Росатомом за эти запчасти? История давняя, да, и на всякий случай мы же передачу делаем для того, чтобы смотрели. Стало быть, с чего нужно знать. Э, Урсула Бейербок, Макрон и Трамп к этому делу никакого отношения не имеют, на всякий случай, но можно их хотя бы вывести в заголовок. Связана вся эта история с неудачным проектом строительства атомной электростанции Белены. Там, так же, как и в составе Хмельницкой атомной электростанции, предусматривались атомные энергоблоки на базе реактора ВВР тысячных. Болгария долго сомневалась, подписывать сделку, не подписывать, подписала, после чего решила, что может отказаться. К этому времени так называемое крупное оборудование, причем долгого периода строительства, корпус реактора, другие такие крупные, большие, тяжелые вещи, которые изготавливаются 2-3 года, были готовы. Росатом обратился в суд по причине одностороннего отказа от выполнения договорных обязательств. Суд выиграл. Болгария рассчиталась. Благо, суд был европейский, времена еще были достаточно вегетарианские. Как-то все это проскочило. Выплатив 600 миллионов евро на свою строительную площадку несостоявшуюся, Болгария приняла все оборудование от Росатома. Вы заплатили, будьте добры получить. Произошло это теперь уже 8 лет тому назад. С той стороны вот это... С того времени это оборудование бережно хранится на складе, или не бережно, мне сказать сложно. Это одна часть марлезонского балета. Вторая часть, то, что происходило на самой Хмельницкой атомной электростанции. Ее изначально планировали под строительство именно энергоблоков на базе ВВР тысячных. От 1200 они отличаются от ВВР 1200, они отличаются тем, что у них более скромные габаритные размеры, не предусмотрена ловушка расплава и так далее, и так далее. При этом капитальное строительство было закончено еще в советские времена, и если сейчас действительно заниматься доустраиванием невведенного блока, то размышлять действительно особо не о чем. Хотя были подписаны всевозможные меморандумы с Вестингаусу, строительство энергоблока на базе реактора АП-1000, но он крупнее. Так что вариантов там либо начинать строить с нуля, благо с геологической точки зрения все проверено, площадка выдержит, либо пытаться использовать то, что, ну, так скажем, без труда досталось. И после долгих размышлений особо пойти, кроме как к Росатому, не к кому. Но контакты с Росатомом, как и с любой российской организацией, Киев сам себе запретил. И вот здесь встретились два одиночества. У Болгарии есть оборудование, но нет денег на достроить. У Киева денег нет тем более, но, по крайней мере, капитальное строение в относительном порядке. Последний раз ревизия, там, скажем так, технический аудит был в 2012 году. Ну, капитальное строение, они и есть капитальное строение, в конце концов, можно отремонтировать. Борис Около Леонидович, 2 лет. вопрос принится обязательно должен тут, потому что неизвестно, хватит ли этих комплектующих для завершения строительства, которые были ранее закуплены. Разумеется, не хватит, потому что кроме долгосрочного оборудования ничего другого Болгария не выкупала, соответственно, этого нет. Так что каким образом можно достраивать без Росатома, сказать сложно, но есть варианты, как улица. В свое время, во времена существования Советского Союза, Совета экономической взаимопомощи, чешское предприятие ЧЕС, чешская энергетика, в общем, чешские энергетические заводы, если уж там не пытаться изобразить из себя знатока чешского языка, лицензию на производство оборудования как раз для ВВР тысячных получил. То есть теоретически, если с ними провести переговоры, может быть, рискнут на то, чтобы взять и произвести необходимое оборудование. Во всяком случае, для Словакии такое оборудование чехи произвели. Для Словении, простите.
Так что вариант есть. Сколько это будет стоить? В Словении строительство вела итальянская компания, но тем не менее вот чехи им помогли. Ну, правда, строительство заняло лет то ли 12, то ли 14, на скидку не помню сейчас. Но, собственно говоря, киевским властям торопиться некуда. 2 года шла торговля с Болгарией, сколько за это платить. Болгария, ну, вот 600 миллионов заплатили, да еще столько времени хранили, дайте миллиард. В ответ, да, конечно, обязательно готовы дать 200 миллионов, но до какой суммы они там доторговались, и все ли завершено от того, что подписаны какие-то законодательные акты, к обязывающему сторону договора еще не пришли, где кто будет искать деньги, как кто их будет переводить, как вариант, Брюссель напрямую не заплатит Болгарии, потому что Болгария вся в дотациях, какую-нибудь дотацию не дадут. Так что варианты есть, но это, разумеется, в том случае, если у власти в Киеве будут находиться те же персоны, что и сейчас. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. А скажите, пожалуйста, вот вообще какая страна может взяться за реализацию данной инициативы, точнее, какая компания из какой страны? Ну, единственный заказчик, который может быть, это «Энергоатом», пока еще государственное предприятие, хотя уже принят закон, который разрешает ее приватизировать. Кто может быть в качестве генерального подрядчика? Ну, единственный кандидат – это ЧЕС, но в том случае, если, конечно, чехи захотят идти вот на такой риск, где действительно вариант, когда вообще никто ничего не заплатит, исключать нельзя. Сколько времени это займет? Да, на тот момент, когда планировалось строительство реактора ВВР тысячных по всему Совету экономической взаимопомощи, машиностроительные заводы Чехии к этому были готовы. Сейчас у них от заказа до заказа проходит в среднем 10-15 лет, так что с какой скоростью все это будет происходить? Рискнут ли чехи? Там необходимо и внутрикорпусное оборудование, достаточно тонкие такие вещи и многое другое. Как будет решаться вопрос с топливом, ну, с этим как раз понятно, потому что Киев, как известно, пользуется топливом от компании Westinghouse. У компании Westinghouse есть завод в Швеции, достаточно интересное топливо. Кстати, на тех же чехах проверенное. В свое время со словами «джентльменам верят на слово». Правда, не знаю, где они видели в Америке джентльменов, но это отдельный разговор. Я вот в очках хожу, наверное, поэтому плохо и вижу. Топливо от Westinghouse было одновременно загружено в реакторы на Украине и в Чехии. В Чехии это закончилось достаточно печально, как тогда отметила государственная компания, надзирающая за ядерной энергетикой. Тепловыделяющие сборки в активной зоне испытывали деформации сжатия, скручивания и изгиба. То есть их стало сворачивать в бараний рог, вытащили вовремя, так же, как и на Украине. Чехи после этого прервали подписанный договор с Вестингаусом, а это было пока единственный случай в истории мировой атомной индустрии, когда подписан топливный договор, и он прерывается по причине отсутствия качества. Если дальнейшие действия со стороны Чехии, то 3 теперь уже года назад они взяли 6 сборок от Westinghouse с тем, чтобы вот эти 6 сборок отстояли полный топливный цикл, чтобы потом можно было провести постреакторные исследования. И вот после этого, если постреакторные исследования покажут, что с качеством все в порядке, Чехия, возможно, перейдет на американское топливо. В Киеве подход другой, там верят на слово, поскольку такие же джентльмены, как по ту сторону океана. Соответственно, мы топливо от Westinghouse видим во всех атомных энергоблоках на Украине, в связи с чем гарантийные обязательства со стороны Росатома сняты. Тоже, на мой взгляд, совершенно естественное поведение. Если вы купили автомобиль, но заправляете его не на заправке, а за углом у дяди Васи, то вряд ли вы в случае выхода из строя мотора получите возможность его отремонтировать
по гарантийным обязательствам. Ровно такое же поведение. Мы не знаем, что это за топливо, мы не понимаем, что с ним делать. Ну, в таком режиме Украина может, конечно, продолжать делать все, что угодно. Если дело когда-нибудь дойдет до закупки топлива, ну, через сколько лет это может произойти, сказать сложно. А скажите, это все вот выглядит, вот я слушаю это, и выглядит это все как-то небезопасно, рискованно. Что вот МАГАТЭ скажет на это все? Сложно пытаться отгадать, что скажет МАГАТЭ. Я думаю, что в ближайшие лет 10 можно будет ничего не говорить, потому что, в принципе, этот проект больше всего похож на некий макет двуручной пилы «Дружбы», где какие деньги исчезнут, либо в Болгарии, либо где-то на контролируемой Киевом территории, сказать сложно, но то, что действительно в базе данных МАГАТЭ ПРИС есть такая, где вроде бы как числятся все реакторы, находящиеся в эксплуатации, находящиеся на стадии строительства, вывода из эксплуатации, то есть очень подробная такая база. Действительно, новый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции вот уже 2 года как числится в числе строящихся. Правда, при этом строительство не ведется, но в базе данных такая буква уже стоит. Я думаю, что МАГАТЭ во все это вмешается не раньше, чем появится обязывающий контракт хоть какой-то, а пока за этим можно наблюдать пристально, с интересом, как всегда, имея в запасе попкорн или семечки. Пока это не более чем законодательные бумаги, которые подписывают не очень понятные люди в Киеве. Когда дело дойдет до каких-то переговоров, ну, до подписания документов, тогда, наверное, МАГАТЭ на это внимание обратит. А сейчас, я думаю, такой же академический интерес, как у нас у всех. Одни замечательные деятели из Болгарии продают другим замечательным деятелям в Киеве. Может быть, продают, может быть, не продают. В каком виде там хранения шло, кто ответственность несет за качественные условия для этого, сказать сложно. Но будем наблюдать. По крайней мере, нам не скучно. Ну и последний вопрос. Почему именно сейчас возникли эти прожекты? Почему они возобновились именно сейчас? Ваше предположение? Вот это очень сложно сказать. Логику поведения киевских деятелей я не понимаю. Что у них там происходит в головах. В Европе это было подано как большие проблемы в объединенной энергосистеме Украины. Давайте вы нам поможете. Может быть, вариант получить какой-то европейский транш под все это дело с учетом происходящего в Северном Причерноморье. Ну, там любые деньги готовы принять в самые разные места. Может быть, даже и в бюджет что-то попадет. Так что я не исключаю того, что просто вот под этот проект будет получено какое-нибудь субсидирование со стороны Европы. Уж куда пойдут эти деньги, ну, посмотрим. И это превратится в какой-то такой долгострой. Ну, разумеется. Неопределенный, да. Если мы сейчас посмотрим на те данные, на которые опираются государство, подписавшее обязательство к 50-му году утроить атомную мощность в 3 раза, установленную мощность атомных электростанций, то можно увидеть, что в их документах рассматривается средний срок строительства атомного энергоблока в 12 лет. Поскольку в этих проектах не учитывается опыт ни России, ни Китая, поэтому они берут для себя среднее время строительства 12 лет. Так что в запасе у нас... Любоваться мы этим зрелищем будем еще долго. Кто кому что продает, кто не продает, кто куда при этом переводит деньги и так далее. Ну, такой срок, что вот действительно или шаг сдохнет, или падишах. Да? Да, бессмертное творение, бессмертный герой Хаджа Насреддин, как всегда, в деле. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, высказывайтесь, что вы думаете по этому поводу. Завершится ли это строительство когда-либо и чем оно завершится? И какое будут высказывать мнение МАГАТЭ по этому поводу. В общем, все, что вы можете сказать на эту тему, мы ждем с нетерпением ваших комментариев. И, конечно, подписывайтесь на наши социальные сети, на Телеграм и так далее. Везде, где нас видите, везде подписывайтесь. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего
альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.